Когда я первый раз в бою бил человека, тогда я, наверное, первый раз я получил удовольствие. Русский. В плену 9 месяцев. Сыну 10 лет исполнилось в феврале. Пропустил его день рождения 2 раза уже. Я в политике, короче, слабый. Я ничего не шарю в этой теме. Луганск, Донецк присоединился к России, как бы, стала моей родиной, правильно же? На самом деле очень страшно, когда вот эти вот очень много трупов со всех сторон. Все идут, умирают, идут, умирают. Но если честно, я не думал, что так жестоко, что я думал как-то по-другому, но не знаю, чем я думал. А там прям серьезно все. На все свои задания я когда ходил, я старался из головы все выкинуть. С пустой головой проще. Россия. Бурятия. Екатеринбург. Башкирия. Москвичи, питерцы, все как учатся. Со всей России. Как вообще в армии оказался. Я хотел пройтись по лезвию ножа между жизнью и смертью. Я Ермолаев Андрей Евгеньевич, 23.08.1980 года. Я не против видео. Сколько времени вы в плену? Через месяц будет ровно год. А кто вы по национальности? Русский. Я с Самарской области, в Самаре, в принципе, родился, отучился, закончил политехнический университет самарский на инженер-электромехаником. Вот, отработал 11 лет в Самаре, доработался до главного инженером, потом уехал в Иркутск. В Иркутске я прожил еще 11 лет, и потом вернулся опять в Самару к родителям. У меня дети есть, у меня 2 великолепных пацана. Ну, семьи как бы таковой нету, потому что на тот период, когда я уже был в учебке, я был разведен. Старший сын у меня сейчас, Ваня, он хочет стать летчиком, и, ну, как бы сперва военным летчиком, потом гражданским. Ну, как бы не знаю, как сейчас дальше сложится это все. Вот. А младший сын, Женька, на сегодняшний день, это я буквально узнал из письма от Красного Креста, что он очень сильно заинтересовался шахматами и очень сильно хочет научиться танцевать балет. Вы когда-нибудь думали, что станете военным? Нет, никогда. Мне было 18 лет, это 98-99 год.
Как раз началась вторая чеченка. На тот период мой отец очень близко как бы общался с военкомом, с начальником военкомата. И они сделали так, чтобы меня не взяли в эту армию, ну, туда, на Чечню. Ну, а потом как бы впоследствии получилось так, что я пошел уже сюда. А с чеченцами вы пересекались в России? Да, я и в России пересекался, и здесь непосредственно на войне пересекался. По гражданке, то это достаточно приветливые люди, это достаточно прямолинейные люди. Единственное, у них есть минус, мне кажется, они любого человека хотят как бы склонить к себе, и чтобы, ну как, чтобы им пользоваться, чтобы он приносил им какой-то доход. А здесь, на войне, как бы, ну, честно могу сказать, они трусливые. Я никогда не голосовал. Вот 18 лет мне как исполнилось, когда мне право голоса пришло, я ни разу не голосовал. Вру. Один раз я голосовал за Жириновского. Выборы? Да в любой организации, там, в депутаты, не в депутаты. Как бы, там уже все решено. Там как бы слово обыденного человека, простого человека, как бы там не решает ничего. Наші податки. Наші. Посмотрим, як ваші податки вищать. Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Це найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Кубков. Починаємо. Масована нічна атака шахедами по Харкову. Офіційно відомо про 4 загиблих, ще 10 постраждалих від самого ранку. На місці... Меня никто не переубедит. Любая война – это политика и это разделение земельных участков. Все. Кому-то захотелось урвать кусочек, посидели. Ну вот просто даже если логику, вот, как бы логически рассудить. Там, что у нас, 4-5 лет там назад был коронавирус. Вот, посидели, грубо говоря, собрались 4 человека. Сказали, так, у нас слишком дохрена народу. Надо вот там вот пару кусков земли урвать. Что надо сделать? Давайте-ка замутим мы коронавирус. Все. Они придумали эту заразу, запустили в население. Население маленько поуменьшилось. Ага, мы небольшой кусочек забрали себе. А что забрали? Ну нет, я образно говорю. Я не говорю, что это, я просто образно говорю. И все. И сейчас как бы коронавирус утух. Давайте-ка мы развяжем войну. И тоже как бы поделим, там, допустим, эту же Украину на куски. Это не Владимир Владимирович не решает, это не Зеленский не решает, это как бы не Байден, никто. Это все равно какая-то группа людей. Тайное правительство? Ну, конечно, это всегда оно было и есть и будет. 5, 6, 10, 12 человек, но все равно они есть. То есть вы захотели пройти по лезвию ножа. Получилось? Пришел в военкомат, написал документы, подписал документы заявления, что да, я доброволец. Вот. Я не думал на тот период ни о чем. У меня в голове не было ничего. И, в принципе, как бы даже на все свои задания, я когда ходил, я старался из головы все выкинуть. Потому что с пустой головой проще. Ну, я пошел в разведку. Как бы, когда у меня отец узнал, что я пошел в разведку, в спецподразделение, как бы, он сказал, говорит, ты понимаешь, что они смертники? Я говорю, да, понимаю. Вам приходилось стрелять по украинцам? Да. Немножко назад вернусь. С 14 лет я начал заниматься охотой. Как бы с 16 лет я плотно подсел на охоту.
суббота, воскресенье, как бы это я постоянно ездил на охоту, причем ездил, как бы, начиная от мелкой дичи, там, заяц, лиса, тетерев, глухарь, как бы доходило до кабана, лося, косули, волка. Как бы. И когда ты немножко похитрее его, когда ты берешь дичь, добываешь дичь, вот, как бы ты получаешь это удовольствие. В принципе, на тот период я тоже как бы получал удовольствие. Нет, это ненормальное чувство. Я как бы и говорю, что это немножко уже это сдвиг, так скажем. В принципе, я могу даже сказать то, что процентов 70, наверное, 80 человек, которые непосредственно находятся здесь в лагере, как бы у многих улетела кукушка. А когда она у вас улетела? У меня она улетела. Вообще, как бы, первый раз, когда я это ощутил, ну, не ощутил, вернее, когда я первый раз в бою бил человека, это был конец февраля месяца, да, конец февраля месяца. Это был накат, их было 4 разведчиков, а нас было 2 на тот период. Вот, и мы с ними столкнулись. Это было в лесопосадке. Как бы троих обнулили, 1 ушел. А как бы вот тогда я, наверное, первый раз я получил удовольствие. Вам стыдно за что-то, что вы делали на войне? Думаю, что нет, потому что, я еще раз говорю, видя человека с оружием, который стреляет в тебя, как бы ты стреляешь в него. Я себя не считаю оккупантом. Везде, в тех городах, где я был, как бы, в принципе, в городах, в деревнях, в селах, как бы, я не знаю, может быть, это население местное так говорило, как бы, ну, по крайней мере, они ни разу не говорили, как бы, они говорят, вот хорошо, что вы пришли. Не, ну вы же с оружием пришли. Да, мы с оружием были. Мы с оружием были, заходили, бэхи, танки, как бы, местами заходили, как бы, ну, вначале, как бы, в любом случае идет везде разведка, как бы, потом уже заходит основной состав. Вот. Ну, если приходит человек с оружием, наверное, не будешь его называть оккупантом? Не, ну, это, нет, я согласен, но смысл в том, что, как бы, вот, они говорят, что, как бы, хорошо, что именно мы пришли. Ну, есть вот маленькая страна, но решила эта страна поделиться пополам. Ну, вышли они, там, побили они друг другу морду, разошлись, поделились, и все. Одна половинка живет с одной стороны, вторая половинка живет с другой стороны. Все хорошо. Как бы, если так это было, блин, да, я думаю, что, как бы, вот этого всего и десятилетней этой войны уже давно бы не было. Так, подождите, у вас Чечня хотела сама жить? Ну, там везде, как бы, везде есть свои нюансы, везде есть свои, как бы, эти... Тут, я еще раз говорю, тут мы должны быть политиками и должны, как бы, до такой степени подкованными быть информацией, что... Не, ну, подождите, информация, которая есть. Чечня хотела отделиться. Ну она же отделилась. Ее же не отпустили? Как ее не отпустили? Ну, в любом случае, она сейчас же независима, она, как бы, она в составе России, но, как бы, она сама по себе. Вот именно украинцев никак не называем. А вот ЛНРовцев, ДНРовцев мы называем. Ну, ДНРовцы дерендынданы, а луганчан запикать можно будет потом?
У нас без цензуры. Лугандонами. Это шовинизм? Ну, получается, да. Когда я вернусь в Россию, когда меня обменяют, я тот же самый вопрос задам ФСБшникам. Где же вот это вот выражение «мы своих не бросаем»? Где оно? Так получается, кукушка улетела не от убийств, а потому что вас не поменяли? Да. Где оно? Где вот это вот «мы своих не бросаем»? Ну как так вы своих не бросаете? Когда России нужна была помощь, так скажем, там кто доброволец, мобики, контрактники, они пошли на войну, как бы там, хотя, в принципе, я сомневаюсь, у большинства населения были возможности там как-то закосить, скосить там и не идти, но они пошли. И все. И впоследствии получается, что он попадает в плен, ну, сидишь ты в плену и сидишь. Посиди еще там годов 2-3. А если вас поменяют, вы пойдете опять на войну? Я именно сюда пойти не пойду. Вот. Но продолжать дальше, так скажем, военное дело я пойду. Помимо славянской войны, есть другие войны, в которых, как бы, в принципе, можно поучаствовать и... Помнишь, когда Путин объявил о начале спецоперации? Что ты подумал в тот момент? Специальная военная операция. Какая ее цель? Ну, цель... Не думал об этом. Я Никитин Даниил Сергеевич, 22.07.97 года рождения. Кто ты по национальности? Русский. Сколько ты уже в плену? В плену 9 месяцев. Проживаю в Тверской области, город Нелидово. Ну, необычный небольшой город. Население, ну сколько, ну 1020 населения там. Небогатый город, там, ну, заводы есть, там какие-то деревообрабатывающие. У нас в основном больше такого нету. Кто-то, молодежь, старается, стремиться уехать в большой город. Вот, как и я раньше как-то хотел тоже уехать в большой город, но не получилось. Но все, что не делается, все оно к лучшему. А куда ты хотел уехать? Ну, в ту же самую Тверь, в столицу Тверской области. А за границей был? Нет, в Беларуси был. А сейчас смеешься? Да нет, ну просто. А так и за границей нет, нигде не был. Ну, получается, сейчас за границей нахожусь. С женой жил, с ребенком, родители есть. Супруга, ну, у меня в гражданском браке мы с ней жили. Вот. Как бы жили, потому что сейчас уже она уже с другим, походу, живет, пока здесь я в плену. И это когда я еще был, получается, на позициях, на войне. Получается, был, звонил, уже было все понятно, как бы по разговору. И так, как бы, что я понял, что гуляет. А здесь раз как-то ходил на звонок, не дозвонился матери. Мать была в больнице, не взяла трубку. Я позвонил отцу, ну, отец сказал, что она уже, походу, живет с другим. Ну, а что тут? Бог ей судья, судить я ее не могу за это. Еще до сих пор что-то осталось, любовь, да, я скрывать не буду. Тем более сына она мне подарила хорошего, красивого, умного. В июле будет 5 лет.
Работа обычная, ничего серьезного в работе не было. Работа связана с лесом, пилил, доски делал. А что тебе больше всего нравилось в твоей работе? Ну, зарплата, конечно же. 1060-80 у меня вот выходило в месяц. Военным хотел быть? Военным? Ну, когда срочную службу служил, еще да, как-то хотелось быть. И потом, когда я уволился со срочной службы, даже как-то посещали мысли о том, контракт подписать. Вот. Ну, как-то меня останавливало все это. И все, если так, это я и не стал военным. Ну, пока мобилизованным не стал. Что про Украину знал до войны? До войны ничего, если честно. Вот. Ничего. Ни знакомых оттуда не было, ни Украины. Да, там бывало показывали, вот, что война, а так я сильно не вникал. Ну, я же говорю, политикой не интересовался, вот этого всего. А ты на выборы ходил когда-то? Нет. А родители? Родители тоже. А чего? Не знаю. От моей же галочки ж ничего не изменится, если я даже против или за поставлю, правильно ж? Не, ну что не изменится? Изменится? Не, я думаю, что, ну, мое понятие, что это не изменится ничего. Ходить, что не ходить на выборы. То есть Путин будет править до последнего? Ну, я думаю, что да. Хотел бы, чтобы он ушел? Да, мне он плохого, ну, как бы, для меня он, ну, то, что он уйдет, что не уйдет, как бы, я думаю, ничего не изменится по большей части. Но он же тебя на войну отправил. Ну, на войну, да. Повестка, мобилизация. Я же тоже присягу давал, правильно? Я ж не мог убежать от этого от всего. А что ты в присяге говорил? Что я торжественно присягаю на верность своей родине. И будешь ее защищать, да? Ну, да. А почему в Украине ее защищал? Ну, у каждого политика своя, да? И вы говорите, потому что когда Луганск, Донецк присоединился к России, как бы, ну, стала моей родиной, правильно же? Я знал, что те люди, которые с Луганска, с Донецка, даже вот здесь я с ними пообщавшись, что они всегда были, чтобы быть с Россией. И вот. Ну, я с Донецка, я никогда не хотел быть в России. Ну, большинство, как бы, ну, не знаю, большинство, не большинство, с кого я знаю, да, они хотели быть ближе к России, ну, быть Россией. Пришел защищать людей Донбасса. Ощущаешь защитником, да? Сейчас нет. А что поменялось? Да я не знаю даже, что поменялось. Про нацистов, но я их не видел. Даже вот сюда приехал, вот как бы на Западную Украину, когда меня привезли в плен, да, сюда нет, все нормально, как бы здесь относятся нормально, как бы такие люди же все, обычные люди. Нацистов я не видел. Считаешь себя оккупантом? По малой части, да. Но все равно же получается, уж как он, блядь, как это правильно сказать-то, я даже не знаю. Ну, как бы мы все равно же на Украине, да? Как бы там какие-то города уже мы захватили, правильно? Если бы можно было время назад отмотать, ты бы все равно пошел на войну сюда? Я думаю, чтобы... Ну да, все равно повестка же. Повестка. Как ты не хочешь, все равно пойдешь. Так, а там, не знаю, руку себе сломать, ногу. Да не. Это ж больно. Это же когда себе сам ломаешь, это же больно. А когда кого-то убиваешь, не больно, да? Ну.
Ты доверяешь российскому государству? Я? Ну да. Это ж мое государство. А Путину веришь? Путину? Да. Ты не считаешь, что он тебя обманул? Ну, он меня не обманул. Как бы. Я обычный гражданин. До свидания. Прізвище, ім'я по батькові. Алло. Привет, родная. Привет. Слышишь меня, ты где дома? Слышу, нет, я в магазин поехала. Колки жду. Ну, выйди на улицу, чтобы связь хорошая была. Че, отвечают что-нибудь эти военкоматы? Ну, военнопленным тебя признала часть. Признали? Министерство обороны, ты пока без вести пропавшим числишься. Часть признала. А как они От признали? 22 марта. А 22 марта часть признали? Ну, я не знаю, там какой-то этот мне прислали бумажку. Вот, и в посылке, если что, еще попросишь, дезодорант и ногтегрыз какой-то, ногти. А то я тогда забыл написать, не знаю, всего дошло до тебя. Я поняла, я уже список примерно составила. Шампунь, дезодорант, все это, да. Да. А письмо твое еще не прислали, и его тоже прислали еще. И майку черную с футболкой черной. Хорошо. Дети нормально, ничего про тебя не знают, поэтому все нормально. Все понятно. Всех все хорошо, не переживай. Отец все знает? Мы за тебя только переживаем. Ну все нормально. Отец знает. Ясно. Ладно, все, давай. Пока, обнимай, целую. Давай, мы тебя любим, давай. Давай. Все хорошо. Все, телефонна розмова закінчена, можете йти. Да не ради чего, на самом деле. Потерял свое здоровье. Я даже не знаю, как я дальше буду вообще. Каким образом мне это будет компенсировать, не будут. Я даже не знаю, в каком статусе я нахожусь на текущий момент. Говорил Денис Николаевич, через неделю будет 46. Русский. Я из города Воронежа. Замечательный город. Недалеко от границы с Украиной, кстати. Город-миллионник. Достаточно зеленый. Он мне очень нравится. Сын заканчивает школу. Дочка в 5 класс переходит. Родители живы. Я был руководителем по направлению продаж. В основном это продукты питания, либо напитки. А бывали до войны в Украине? В Крыму отдыхал, город Коктебель. Красивый винный регион. Достаточно много виноградников, это я помню. Очень красивая природа, красивое море. Хорошие люди были, на самом деле. Насколько я там отдыхал, да, и помню. Достаточно доброжелательные, спокойные. Мне там нравилось. Следили за событиями в Крыму в 2014? Да, я слышал то, что были нарушены некие права непосредственно российского флота, который арендовал базу в Крыму, и то, что на это место планируется зайти войска НАТО именно в Крыму, и то, что Украина отвела как бы свой договор
Насколько, правда, я не знаю, я не буду спорить, я не настолько глубокий, как говорится, политолог, но вот это я слышал. Потом, да, слышал то, что прошел референдум, и основная масса проголосовала, да, за присоединение Крыма. Это я слышал. Я слышал предысторию вообще про Крым, непосредственно каким образом он пришел под Украину. То, что его отдал, если не ошибаюсь, один из наших руководителей государства во времена СССР. Если не ошибаюсь, это Никита Михайлов. Нет. Как бы это ни Хрущев был. То, что после определенного застолья он просто взял и подарил его. На тот момент Республики Украина. Насколько, опять же, правда или нет, я не вникал, я про это не читал. То есть это все информация из телевидения. А вы ходили на выборы в России? Нет, не ходил. Ни разу? Один раз это было во времена, когда учился в военном училище. Кстати, я тоже голосовал за Жириновского, когда я был в армии. То есть то же самое. Я голосовал именно за него. Это грамотный человек, Царство Небесное. Вполне грамотный. Но из своего характера, из своего поведения он просто никогда бы не стал президентом. Вот и все. Путину верите? Владимир Владимирович, ну, он вполне достаточно адекватный. Из последних наших президентов, которые я помню. Еще раз повторюсь, мне 45 лет. И если брать Бориса Николаевича Ельцина и те, которые были перед ним, то да, наверное, это самый адекватный президент, который вообще был. Цель военной операции, наверное, остановить какие-то агрессивные действия со стороны Украины. То, что заподозрил непосредственно наш президент Владимир Владимирович, это то, что вот касаемо Белгорода, территории, когда уже начались стычки непосредственно на территории уже России, только с этим как бы связано. Так, подождите, спецоперация аж началась в феврале 22-го, а в Белгороде начало туда прилетать там, в лучшем случае, летом 22-го. Ну да, то есть это было не в первых числах, непосредственно это было позже. Поэтому нацистов в Украине, мне сложно сказать по поводу нацистов, насколько их здесь много было. И если они сейчас на текущий момент, я не могу сказать. Ну, по крайней мере, здесь я не вижу их точно. И те люди, которые здесь работают, да, которые здесь живут, я по ним вижу, что нет в них ничего как бы такого нацистского. То есть люди адекватные, к нам хорошо относятся, с пониманием. Поэтому ничего не могу сказать в плане нацистов. Я лично их не видел. Я контрактник, на самом деле. Контрактник учился до этого на начальника продовольственной весевой службы. То есть это относится непосредственно к обозникам, к службе тыла. В принципе, изначально, когда я приходил в военкомат, я общался на тему того, что хотел бы служить в тылу. То есть не для того, чтобы убивать, а именно как бы помогать. Помогать убивать? Нет, в вещах, ну как же. Но все равно ж на войну пошли. Да, это война, да, я с вами согласен. Это убийство, в принципе. Да, так и есть. Это было очень страшно. На самом деле очень страшно, когда вот эти вот очень много трупов со всех сторон. И вот это вот убийство, это тяжело передать. Я просто пролежал на земле 40 минут. В меня летело, стрелял, не знаю, все, что есть, наверное. Как меня не убило сразу, я до сих пор не знаю. Просто полежал на земле. Я перемерз, мне перемерзли конечности, рук и ног. Непосредственно, когда уже взяли в плен, я не буду скрывать, то есть ко мне достаточно неплохо отнеслись представители медицинских служб. То есть я не сразу попал в тюрьму. То есть я где-то неделю ездил по частному сектору, меня возили. И даже там мне
представлялась медицинская помощь. То есть мне привозили в какой-то вагончик. Ну, перед этим закрывали глаза, то есть я не видел куда. И там пытались мне спасти непосредственно палец. Обратиться к украинцам. Ну, наверное, обратился вот с тем, наверное, то, что помимо войны есть еще и жизнь, параллельно которая идет. То, что не надо пускать руки, нужно заниматься земледелием, своей работой, которая она есть. То есть... Тяжело заниматься работой, когда ракеты прилетают? Тяжело, да. Я вообще не сторонник, конечно, этой войны, потому что я считаю, что Украина – это братский народ. Мы друг друга понимаем, без переводчика, одной веры, поэтому... Нас не спрашивали, по крайней мере, когда эта война начиналась. Голосований никаких не проходило. Називаю прізвище, обертаються кругом Яну. Шипуняєв. Николаевский район, село Синявское, переулок Малаховский спуск, дом 7. Кругом. Дианович, 17.09.1970. Республика Татарстан, город Нижнекамск. Строители 8А, квартира 22. Кем ты в детстве мечтал быть? Даже не помню, даже не знаю. Хорошим человеком. Как ты думаешь, получилось это? Думаю, да. Полин Данил Валерьевич, я не против интервью. Сколько тебе лет? 25. Сколько ты в плену? 3 месяца, может, чуть больше. Кто ты по национальности? Русский. Ну, христианин. С Карачаево-Черкесской республики. Ну, это Кавказ. Что там по кайфу? Ну, горы, не горы, короче. Я что еще там сказать, не знаю. Ну, небольшой городок, короче. Там много наций. Там карачаевцы, абазины, черкесы, русские. Там, ну, много. Прям достаточно. Нормальные люди. Менталитет, хочу сказать, шикарный там. Ты за границей был когда-то? Нет. Ну, в Абхазии только. И все. Ну, Абхазия, что, она же к России как бы этот. Ну, там не нужен загранник. Ну, я считаю, это не граница, получается. Ну, хотя ты там проходишь. Торговым представителем был. Воду продавал. Ну, по всей Карачаево-Черкесской республике. Полтинник делал. Где-то 40. Ну, по-разному там. Хватало, ну, в смысле. Все равно, чем у тебя будет больше денег, тем у тебя больше же запросов будут. Думал ли ты когда-нибудь стать военным? Да. Даже после срочки. Бывало такое желание. Чего-то все равно не хватало, чтобы пойти да подписать контракт, короче. Ну и не было, да, там в голове, что там окажусь где-нибудь, там, типа в таких местах. За что ты потерял ноги? За Россию, да. Ну да. Ну, у тебя ж не в Карачаево-Черкесии ты ноги потерял. Ну, конечно. А в Запорожской области? Да. Ты бы, наверное, никогда в жизни там не побывал, если бы не специальная военная операция. Возможно. А в чем смысл специальной военной операции? Без понятий. Я в политике, короче, слабый. Я ничего не шарю в этой теме. Расскажи, как ты пошел. Не, я не хочу рассказывать. Ну, ты доброволец, правильно? Да. Ну, в смысле, там, ничего такого, по сути, плохого, как бы, искренне вот говорю, ничего плохого. Типа, что для вашего народа ничего такого плохого. Там, по своим, короче, обстоятельствам так получилось, так скажу. На выборы ходил когда-то? 1 раз. За кого голосовал? Может, я не хочу на это отвечать. Ты Путину веришь? Во что именно? Вообще в каждое его слово? Ну, типа да.
Типа верю. В надеждах. Да не сказал бы, честно говоря, что прям такой я оккупант. Ну, ты же в чужой стране с оружием оказался. Как это назвать? Короче, это провокационный вопрос, я считаю. Но я не знаю, что на него говорить. Тебе стыдно за то, что ты делал тут? Нет. Мне не стыдно. Я ничего плохого так-то, по сути, не сделал. Россия начала эту войну? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Украина напала на Россию? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Да, конечно, не напала. Все же знают это. Есть ли какая-то коллективная ответственность россиян за эту войну? Даже вопрос не понял я. Ну, это типа как понять? Коллективную. Типа толпой типа ответят или что? Прізвище? Руслан Макарович. Прізвище без? Без, да, без. Руслан Макарович. Добре, кажіть, що хочете. А часы есть? Ні, годинники немає. А заказать? Ну потім так, зараз купляють те, що є. Газировки. Добре, скільки вам? Упаковку. Да, вот это. Минеральный чи это? Вот это. Є? 950 грам піде? Без 30 грам? Конечно. Прям до сюда. Вы же слышали, знаете, да, что над лагерем тут нормально летал? А мы все ждем, когда сюда шарахнет. А чего? Да иногда не веришь ни в обмен, ни во что. Тут, ну, психологически здесь немного тяжело. Тут еще контингент такой некоторый собрался, что это тяжело с некоторыми. Алкоголики. Вот это проблема, мне кажется. Бич общества. Это тяжело с ними. Они там и сидели за бутылку водки, там ему кореш не принес. Он пошел за водкой, пришел, он где-то с кем-то, бабой распил, пришел к нему обратно домой. Тот такой, я выпил, блядь, мою водку и зарезал его. Другой там что-то тоже, там, голову. Все по алкашке, все по алкашке. Я Варнавский Иван Андреевич, наполовину русский, наполовину татарин. 32 года. Город Челябинск на Урале находится, промышленный город. Много заводов, немного грязно, но стараются облагородить его. Тут, где в районе, где я живу, только 60 заводов находится. Ну, большие, маленькие. Кто тебя дома ждет? Мама разведен, так что сын только ждет. Сыну 10 лет исполнилось в феврале. Пропустил его день рождения 2 раза уже. В прошлый раз на войне был, в этот раз в плену нахожусь. Ему не говорили, что я в плену, он думает, что я на войне. Что на войне знает, да? Да. Как он к этому относится? Но он был против, чтобы я поехал. Не хотел. Но я ему сказал, что я не буду убивать людей за деньги, и он нормально отнесся. Ну, никак не хотел. Ни бесплатно, ни за деньги. Хотел помочь съездить, чем могу. А кому хотел помочь? Парням. В основном в России. Но я как знал, что Украина терроризирует Донецк и Луганск. Попросили помощи России, Россия зашла, и вот я тоже решил участвовать. Ты добровольно, да, пошел? Да. Жалеешь?
50/50 скорее, что сюда попал. Жалею. Но если честно, я не думал, что так жестоко, что я думал как-то по-другому, но не знаю, чем я думал. А там прям серьезно все. А как ты представлял себе это? Даже не могу сказать, но как-то не так. А как все оказалось? Жестко, наверное, скажу. Вот крайний раз пошли, это был Бахмут в Клещеевке, там как бы заходишь, даже не пострелять, грубо говоря, но в тебя никто, контактного боя нету, сверху все стреляют и падают. Все идут, умирают. Там батальон мой лежит. А ты в Челябинске жил, тебе без Донецка плохо жилось? Это слово-то, наверное, только в книжках читал, да, по телевизору пару раз слышал. Нет, все равно было. А если бы ты умер за Донецк? Было бы печально. Ну, для моей семьи. А так, умер. А сын бы остался без отца домой. Я был эгоистом, жестоким просто. Кончинючим эгоистом, что раз и уехал. Прикинь, сколько вы сыновей оставили без отцов. Да. Парни в отпуск ездили. Расписывались, делали детей, приезжали. И на второй день нету просто. Что вы тут натворили, думаешь вообще об этом? Ну, нормально наворотили, конечно. Последствия не знаю. Если выиграете, то ничего не будет, да? Ну, типа да. А вы думаете, будете? У тебя какие-то угрызения совести есть по поводу того, что ты тут делал? Ну и что вот мне совестно, что вот это исправит? Ну, хотя бы если тебе было совестно, уже было бы не так плохо. Ну, когда причиняю, ну, по моей воле человек страдает, ни за что, мне будет стыдно. Ну, ты же сюда пришел по своей воле как раз. Ну да, ну я бомблю ракетами, что ли. Обманул тебя Путин, не обманул? В чем? В том, что я ожидал и что я получил? Да. То он мне ничего не обещал. Ну, деньги обещал, заплатил. Он дожмет, я думаю. Мне так кажется. Не знаю, мне вот интересно самому, чем она закончится. На самом деле. Дожмет до чего? Ну, до победы. Россия же может долго тянуть это. Ресурсы, все как бы есть. А вот что надо сделать, чтобы такие, как ты, больше не ехали сюда? Да трупов больше показывать, наверное, не знаю. Чтобы вы так по полям ходили, снимали. А скажешь, что это ваше. Все равно, если даже... Ну, там наших просто космос по ним. Бежишь, вот на тебе прямо. И не обижать везде вот эти буреломы. И прямо по ним бах-бах-бах. Там хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Я бежал, а я один потом еще, когда бежал, всех, кто убили же моих, думаю, ебать. Лежит вот они с черепами, с голыми. А чтобы фляжка не брызнула, я же первый раз вот кучу такую вижу. Я говорю, мужики, что вы разлеглись, с автоматом бегут? Страшно. Я потом еще здесь мерещился, будто тип стоит, когда я в темноте. Ну, мне кажется, я маленькая фляга брызнут уже. В темноте будто кто-то стоит, сейчас уже отошел. Но я понимал, что это ненормально, что это кажется. Но потом отошло. Запах этот. Вот мясо будет испорчено, я трупов представляю. Ну вот за что они погибли? За идею свою. У каждого своя цель. А вот кто-то решил добиться вот через Украину этих целей. Получилось, как получилось. Все, команда відбій.
Так, главное не запутаться. Я, военнопленный Никитин Даниил Сергеевич, Тверской области, город Нелидово, мобилизованный 28 сентября 2022 года. Нахожусь в плену с 14 июля по сей день. Прошу Татьяну Николаевну Москалькову вернуть меня домой. Скорее меня, чтобы я попал в этот обмен, который будет, может, ближайший или как там. Вернуться к семье, домой, к ребенку. И все.